Всем привет, друзья! Вы на канале Free to Play Games, и это игра Trials of Heroes. С вами Михаил, и сегодня будет у нас небольшой гайд по тем персонажам, которые, по моему мнению, стоит качать в самую первую очередь. Прям вот будет список прям must have. С каждой я буду брать с каждой фракции по одному персонажу, которые, по моему мнению и с учетом двухлетнего опыта игры, помогут free-to-play игрокам максимально возможно получать бонусы, ресурсы и прокачиваться максимально эффективно. Если вам такие видео нравятся, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. А мы начинаем. Итак, первая фракция у нас каратели. Ну, тут все просто, по моему мнению. Это Хануман. Однозначно Хануман. Этот персонаж зайдет и в разломе, в паре с даже не прокачанными хелями. 3 штуки по 5 звезд. Просто одеваете Хануман на 16 звезд и просто пролетаете весь разлом. Я так и закрывал разлом, собственно говоря. Также Хануман просто незаменим для фри-то-плея в ивенте вторжения пустоты. Просто без него пачка будет на порядок менее эффективная. Также Ханумана, лично я иногда использую например, на арене, если, например, попадается какой-то, по силам игрок, но у него стоит, например, Сот. Сот очень такой персонаж бронированный, тяжело убиваемый, но за счет способности Ханумана срезать иммун, урона, защиту в ноль, он просто нивелирует все бонусы Сота. Иногда даже, друзья, пользовался Хануманом для прохождения галактических врат, для быстрого выбивания Никс. Конечно, персонаж, который выбивает Никс, естественно, за счет огромных уронов и большого шанса отзеркаливания атаки тоже умирает, но тем не менее в некоторых ситуациях использовал его и так. Так, следующая фракция люди. Но тут, скорее всего, бы я советовал Ипполиту. Она позволит вам как минимум закрыть в соло разлом. Каких-либо персонажей, которые можно было бы использовать универсально в других локациях, в людях я не вижу. Каспар, возможно, но для него надо пачка тоже, которая будет хорошо стоять и позволять Каспару набирать вот эти доты на атаку. И ему, если он умрет, воскресать тоже время надо. Не знаю. Каспар для меня такой противоречивый персонаж для фри-то-плея, как минимум. Вот Ипполита самое оно. В демонах однозначно ОМОН. ОМОН позволяет закрыть разлом. Можно назвать это в соло, но как я его закрывал? Один ОМОН, которого мы начинаем качать на 4 звезды, и две пустышки. И любой персонаж, у меня тогда, по-моему, Балдар был. И вот вчетвером Балдар тоже прокачанный был, по-моему, на 10 звезд. Просто пролетаете. Также в вторжение пустоты с выходом ОМОНа пачка с троллями просто канула в лето, а ОМОН полностью их заменил.
один перс заменил там пачки с 2-3 троллями прокачанными. Однозначно ОМОН. Также и темную башню. ОМОН замечательно помогает проходить, прям пролетать. Поэтому в демонах прям однозначно ОМОН. Готов спорить с любым. Темночь. Не знаю, что темночь. Лесовики. Самые настоящие лесовики. Но называется темночь. Ну да ладно. Здесь я буду качать однозначно и советую всем остальным Кернуна. Очень интересный персонаж своим просто бешеным контролем. В галактических вратах Кернун просто такие проблемы создают со своими вот этими спорами. От заморозки до стана и еще чего-то. Он просто нон-стопом контролит пачку. И просто иногда бесит так, что интересно поиграть им на максимальной выкачке. И также позволяет этот персонаж закрыть разлом. Правда, пачка не чисто один Кернун. Там надо еще дамагера, потому что они будут Кернун и еще пару Кернунов можно не прокачанных будут держать в контроле мобов, но нужен еще какой-нибудь более или менее персонаж для урона. Но советую, кто начинает только играть, сразу вкладываться в Кернуна. Немея тоже интересный персонаж, но это скорее уже для игроков, у которых есть такая пачка хорошая под Немею. Топы сейчас очень часто используют Немею под галактических героев. И еще в пачке слили, ну, такая неубиваемая получается смесь. Но это для фри-то-плея вряд ли зайдет одна Немея. Кернун, как по мне, более интересен. Так, тень. Ну, подходим к самому интересному. Тень и свет. Самые интересные и сильные среди обычных фракций. Получается тавтология. Ну да ладно, фракции. Здесь в первую очередь, как по мне, однозначно это Танос. Танос позволит во вторжении пустоты показывать хороший результат в пачке с Амоном и Хануманом, что вам позволит хорошо набирать ресурсов и бороться за энное количество книжек, то есть итемок на прокачку шмута. Также Танос разлом налегке закрывает почти в соло. Насколько я помню, я им закрывал, когда уже его прокачал, там, не помню, кто у меня еще в паре стоял, но основной дамаг просто он вносил. Есть еще шикарные персонажи, конечно, во фракции Тень, но в первую очередь это Танос, как по мне. Потом, конечно, на втором месте уже тяжело выбрать. На втором месте вот эта троица Лилит, Шар и Никс. Тяжело, конечно, кого-то выбрать, но скорее всего Никс. Но первый для фри-то-плея это Танос, как по мне. Так, по фракции света. Друзья, тут у меня долго думал. И даже до сих пор для себя вот как-то однозначно не смог определиться. Между Балдором, вот у меня 50/50, между Балдором и Паладином.
Паладин просто незаменимый перс, как и во вторжении пустоты. Его на полной прокачке 16 звезд обилки на увеличение урона и снижение урона просто шикарно заходят. И подсейвливает, и плюс он еще немного от хила дает, заменяет хиллера. Для ПВЕ контента просто шикарный персонаж. Но в то же время и Балдар, как минимум для древних руин, зайдет на ура, и для темной башни. Поэтому даже вот вроде записываю видео, друзья, должен был бы определиться, ну честно, очень двоякое впечатление. Однозначно вторым бы стоило качать Силун. Прям Силун и для ПВЕ контента в галактических вратах хорошо заходит, и древние руины Силун хорошо закрываются в паре с Никс. Но в первую очередь, вот, друзья, уже можете сами как-то для себя определиться, но или Балдар, или Паладин. Это однозначно. Как по мне. В гиперпространстве для фри-то-плей игроков тут вообще, как и в Карателях и Демонах, это галактический Женька, он же Евгений, он же как там его, Юджин, он же Юстас, он же Алекс. Друзья, тут вообще без вариантов. Фри-то-плей игроки по 4-5 месяцев, наверное, собирают ресурсы для прокачки одного галактического героя. Все остальные герои не настолько универсальны, и их использование, ну, это скорее PvP персонажи. А Юджин может зайти как туда, как в PvP, так и в PvE контенте. Некоторые, ну, видел даже пачки при отсутствии там Таноса или еще кого-то, или Омона, например, пара Лилит и Юджин, прокачанная на 16 звезд, ну, хорошие на боссах гильдии показывают результаты. Я думаю, и в галактических вратах тоже хорошие могут, результаты хорошие могут показать. А остальные, ну, Лерая вообще это настолько специфический. Его только топы в каких-то пачках именно прокачанных используют. Вот эта мамзелька, как она у нас, Мерлин. Мерлин-перемерлин. Властелин чар Мерлин. Ну, для нее столько условий надо, столько прокачанных уже персонажей и такое количество раундов она должна простоять, чтобы раскрыться на полную. Но это явно не для людей, которые только начали играть. Это просто, это скорее для уже эндгейма, для хорошо прокачанного аккаунта. Тоже неплохие отзывы от ковбоя Бибопа, точнее лихого ковбоя мастера топора, по неубиваемости, выживаемости. Но в PvE контенте вряд ли вы его где-то будете использовать, какой-то помощи для добычи ресурсов, для дальнейшей прокачки вы от него вряд ли дождетесь. Поэтому в первую очередь тут прям все однозначно. Это Юджин, он же Евгений. Друзья, на этом будем заканчивать. Все фракции рассмотрели. Это сугубо мое субъективное мнение, друзья. Можете в комментариях написать, как вы видите первоочередных персонажей, кого стоит качать прям в первую очередь для фри-то-плея. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Всем хорошего настроения. До новых встреч, друзья.